Глава 711. Решительность Ханьли. Немного подумав, Ниянь улыбнулась и сказала: «Брат Сань преувеличивает». Хотя старший Хань смог достичь стадии зарождающейся души за такое короткое время, сможет ли он достигнуть стадии божественной трансформации, все еще под вопросом. Это не так легко сделать. На самом деле, пока он не достигает поздней стадии зарождающейся души, сложно что-либо сказать. Однако это более вероятно. В глаза культиватора по имени Цань сверкнул странный блеск, и он медленно сказал: «Хе-хе. Я просто слишком много думаю. Если старшему Ханю повезет, он наверняка станет очень влиятельным персонажем в небесном южном регионе. Учитывая глубокие связи, которые он имеет в долине Желтого Клена, и если он присоединится, я считаю, что скоро мы сможем вернуть государство Юэ». Немного помолчав, Лэй Ваньхэ вздохнул и сказал: «Связи. Что с того, что он вышел из долины Желтого Клена, теперь он старейшина секты дрейфующего облака из Альянса Небесного Да. Более того, у него нет никакого намерения возвращаться. Долине Желтого Клена не удастся вернуть его». Когда остальные услышали его слова, они пришли в недоумение. Культиватор из секты Гигантского Меча проговорил с сомнением, почему старший Хань так относится к своей секте. В конце концов, он оттуда пришел. Неужели он не намерен расплатиться за то, что секта сделала для него? Лэй Ваньхэ покачал головой и сказал: «Я не могу рассказать вам всего, но шансы на его возвращение очень невысоки. Однако, я вижу, что его отношения со старшей Наньгун из секты маскирующейся Луны очень глубокие. Возможно, она может попытаться поговорить с ним. Даже если он не присоединится к нашим 6 сектам, у нас все равно будут с ним хорошие отношения». Тань Минхуа сказал: «Возможно. Мне нужно вернуться в секту и узнать о взаимоотношениях старшего Ханя и боевой тети Наньгун. Забудь об этом. Встретиться просто так с культиватором зарождающейся души тебе не по зубам. Лучше попросить старейшин разобраться с этим. Этот старший Хань должен появиться на церемонии через 3 месяца». Лэй Ваньхэ нахмурился и проговорил: «Неважно, давайте вернемся в Союз 9 наций. Здесь небезопасно». Остальные, услышав это, прекратили разговор и поднялись в небо. Хотя Лэй Ваньхэ говорил с легкостью в голосе, он внутренне волновался. Как он мог просто рассказать об этом предку Линху? Что ученик, которого он оставил в прошлом, стал существованием столь же мощным, как и сам предок? Более того, этот вопрос заставил Ханьли быть недовольным долиной Желтого Клена. Однако, умолчать об этом не значило ничего хорошего. Ему ничего не оставалось, кроме как беспомощно вздохнуть и продолжить путь. Поскольку небесная ветряная колесница была довольно заметной, Ханьли убрал ее, как только Ханьли скрылся из поля зрения Лэй Ваньхэ и остальных и полетел обычным способом. Теперь, когда он неожиданно получил новости о Наньгун Ван, он разволновался, и ему было нужно время, чтобы все обдумать. В прошлом они виделись всего раза. Поскольку в их культивации была огромная разница, они вели себя друг с другом как безразличные незнакомцы. Но через какое-то время Ханьли стал воспринимать Наньгун Ван как свою женщину. Когда он вошел в стадию формирования ядра, а затем и зарождающейся души, Ханьли признал себя достойным Наньгун Ван, и эта идея еще больше укрепилась в его сознании. В результате он почти потерял самообладание, услышав, что Наньгун Ван собирался стать компаньоном до другого мужчины. Ханьли не мог притворяться, что Наньгун Ван могла выйти замуж за кого-то еще. Единственным мужчиной, за которого она должна была выйти замуж, был он. Более того, он был уверен, что у того мужчины, который должен был принять жизненную инь Наньгун Ван, не было особых чувств к ней. Вот почему Ханьли не мог допустить, чтобы церемония прошла плавно. В настоящее время он размышлял о том, должен ли он непосредственно отправиться в секту маскирующейся Луны и украсть Наньгун или ворваться туда через 3 месяца подряд. Эти 2 метода явно имели свои преимущества. Хотя первый метод было легче осуществить, он действительно сомневался в том, захочет ли Наньгун Ван уйти с ним без возражений. В конце концов, она много лет оставалась на секте маскирующейся Луны и стала старейшиной секты. У нее было бы много опасений по поводу ее ухода. Второй вариант заключался в том, чтобы сразу появиться в день празднования. Можно сказать, что это намного сложнее, поскольку он должен был столкнуться с культиваторами секты маскирующейся Луны, 6 сектами государства Юэ и даже с Альянсом 9 наций. Если бы он смог решить все возникшие проблемы, он смог бы жениться на Наньгун честным способом. Конечно, был более простой метод. Он мог заставить этого Вейлихена загадочно исчезнуть из этого мира. Однако этот метод был также самым опасным. Секта блуждающего разума не была маленькой сектой. Это была самая большая секта в Союзе 9 наций с 5 старейшинами. Она была намного сильнее, чем секта дрейфующего облака.
Если этот Вэй Лихэн все время оставался в секте, а также обладал удивительными способностями, то у Хань Ли даже не было возможности даже сделать попытку. Однако, если ему удастся его убить, но личность Хань Ли будет разоблачена, это приведет к серьезным последствиям. Размышляя над этим, Хань Ли неоднократно продумывал разные варианты. В конце концов, он решил пойти на компромисс этих методов в сторону надежности. Он решил сначала посетить секты маскирующейся Луны и повидаться с Наньгун, чтобы поговорить с ней. Если бы у нее были большие опасения или какие-то другие трудности в уходе, он бы посетил секту блуждающего разума и прикинул возможность уничтожить Вэй Лихнина, рискуя всем ради этого. Если бы не было возможности атаковать, он бы просто появился в день празднования и открыто сделал свое предложение Наньгун Ван. Независимо от того, что произойдет, или ее готовности согласиться, он должен был насильно забрать ее. В его жизни было всего несколько вещей, которые он еще мог чувствовать. Обычно он действовал, руководствуясь разумом, а не эмоциями, но на этот раз Хань Ли не мог позволить Наньгун выйти замуж за другого. Благодаря его нынешним способностям, он не боялся никого, кроме культиваторов поздней стадии зарождающейся души. Решив все таким образом, его настроение улучшилось. Придя в себя, он увеличил скорость своего полета. Когда 6 сект государства Юэ были побеждены, им не оставалось ничего другого, кроме как укрыться в союзе 9 наций. Они разместили свои секты в стране с малыми сектами, государстве Бейлян. Из-за нехватки ресурсов для культивации там было мало культиваторов. Тогда у 6 сект государства Юэ был небольшой выбор. Кроме того, культиваторы 6 сект тайно и открыто враждовали с местными сектами уже более 100 лет, прежде чем смогли закрепиться в этом регионе. Разумеется, у них был небольшой доступ к месторождениям духовных камней и другим ресурсам. Но после стольких лет отчаянных боев 6 сект в конце концов восстановили немного своей силы, и их положение в союзе 9 наций возросло. Поскольку секта маскирующейся Луны была сильнейшей среди 6 сект государства Юэ, им удалось занять горный хребет с хорошими месторождением духовных камней. Западная сторона Жемчужной горы государства, Бейлян, была базой секты маскирующейся Луны. Они построили там бесчисленное множество зданий и установили различные великие ограничительные формации. Жемчужные горы были разделены на 3 уровня. Самый низкий уровень находился у подножия горы и был местом проживания низкоранговых культиваторов. Естественно, только культиваторы формирования ядра могли жить на среднем уровне. Хотя культиваторы заложения основ не были достойны внимания в глазах тех, кто находился на стадии формирования ядра и выше, в глазах культиваторов уплотнения ЦИ, они были важными фигурами. Разнообразные управляющие секты маскирующейся Луны были, естественно, чрезвычайно способными людьми, и все они обладали культивацией стадии заложения основ, за исключением управляющего делами смертных, Юань Куна. Он был единственным управляющим на стадии уплотнения ЦИ в секте. Причина этого была в том, что клан Юань, родной клан государства Бейлян, приветствовал 6 сект, когда они только что вошли в страну. В частности, они потратили много усилий в интересах секты маскирующейся Луны. В качестве награды за действия клана Юань, секта маскирующейся Луны назначала учеников клана Юань на низшие должности в течение всех будущих поколений. Юань Кун, будучи племянником лорда клана Юань, не имел хороших перспектив для будущей культивации. В результате личного запроса лорда клана Юань, верхний эшелон секты маскирующейся Луны назначил его в качестве управляющего секты. Хотя Юань Кун имел больших перспектив в культивации, он был хорошо приспособлен к миру смертных и хорошо справлялся со своими задачами, укрепляя свое положение в качестве управляющего. Но из-за правил старшинства в мире культивации низкоранговые культиваторы секты маскирующейся Луны все равно смотрели на него свысока, поскольку он был все еще только культиватором уплотнения ЦИ. Однако он не беспокоился об этом, а неторопливо проводил свои дни в секте маскирующейся Луны, опираясь на свои связи, и был готов склонить голову, когда это было необходимо. Однажды Юань Кун появился в деревне смертных, ближайшей к Жемчужным горам, и встретился вместе с 2 низкоранговыми культиваторами секты маскирующейся Луны. Как обычно, они обошли несколько магазинов и купили несколько повседневных товаров. Однако он не знал, что, после того, как он побывал в 3 магазинах, к нему за одежду тайно зацепился неразличимый след духовного чутья, который скрытно наблюдал за этим пустяково-культиватором в стадии уплотнения ЦИ. Глава 712. Тайное проникновение. Закончив покупки, Юань Кун отправился обратно в Жемчужные горы вместе с остальными. Однако, когда трое проехали 15 километров от города, серебряный свет внезапно вспыхнул перед ними, показав великолепную молодую женщину. Она посмотрела на троих с манящей улыбкой. «Мы ученики секты маскирующейся Луны. Старшая». Хотя у Юань Куна был низкий уровень культивации,
Даже он понимал, что женщина перед ним была необычной. Вот почему он тут же раскрыл свою личность ученика секты маскирующейся Луны, чтобы обезопасить себя. Однако, казалось, женщина не слышала его. Она усмехнулась и выплюнула розовый туман из ее рта. Туман казался очень был медленным, но он мгновенно окутал всех троих. Юань-кун и остальные не могли противостоять этому туману из-за их низкого уровня культивации. Почувствовав странный запах, они начали терять сознание и вскоре рухнули на землю. Молодая женщина тут взмахнула рукавом и выпустила белый туман, который тут же схватил их и приблизил к ней. Взглянув на их лица, молодая женщина хихикнула и засветилась серебряным светом, мгновенно переместив себя с пленниками. Белый свет пролетел на расстояние около 5 километров, а затем опустился в пустынный лес. Там под огромным деревом сидел юноша в лазурной одежде и медитировал. Появившись перед ним, белый свет исчез. Юань-кун и компания молча очутились перед юношей, а молодая женщина спустилась с неба. Она предстала перед юношей и почтительно проговорила: «Мастер, я привела их сюда». Они назвали себя культиваторами секты маскирующейся Луны. Думаю, именно их вы и искали. Юноша открыл глаза и равнодушно спросил: «Другие не заметили тебя?» Разумеется, этим юношей был Хань Ли. Он провел в государстве Билянь больше месяца. Поскольку он планировал украдкой найти Наньгун Ван, он не мог заявиться в ней. Ему было лучше избежать ненужных неприятностей. Таким образом, ему нужно было разобраться в деталях секты маскирующейся Луны, поэтому он решил остаться в маленьком городе неподалеку. Поскольку он сам не первый год шел по пути культивации и сам когда-то был низкоранговым культиватором, Хань Ли прекрасно понимал, что низкоранговые культиваторы секты не могли полностью абстрагироваться от мира смертных. Для него было очевидно, что низкоранговые ученики посещали близлежащий к секте город. Благодаря своему духовному чутью Хань Ли мог отслеживать всех культиваторов, что входили в город. Изначально Хань Ли присмотрел другого культиватора маскирующейся Луны, но когда в город прибыл ученик стадии уплотнения Ци в одежде управляющего, его цель изменилась. Ученик более высокого ранга, естественно, знал бы секту гораздо лучше. Прикрепив к нему нить своего духовного чутья, он приказал Серебряной Луне захватить его, а затем доставить в лес, где он ждал их. Зная, что Хань Ли сейчас был в плохом настроении, она передумала шутить и тактично ответила серьезным тоном: «Мастер, успокойтесь. Захватить культиватора стадии уплотнения Ци — легкая задача. Я определенно не могла привлечь ничего внимания». Хань Ли бесцеремонно взглянул на тело Юань-куна и холодно хмыкнул: «Хорошо. Благодаря твоим техниках иллюзии и моей технике сновидений, мы заставим их рассказать нам все, что они знают». Серебряная Луна тут же ответила: «Как прикажете, мастер». Затем она повернулась и выдохнула розовый дым на них троих, заполнив им всю окрестность. Хань Ли встал и медленно вошел в туман. Вскоре после внутри тумана стал пульсировать светло-лазурный свет. Хотя Жемчужные горы были довольно знамениты, первый раз придя сюда, он не знал, почему они так назывались. Они не выглядели такими изящными, как подразумевалось в названии. Скорее, они выглядели довольно странными и габаритными. Жемчужные горы не были слишком разветвленными, но главная гора протянулась на десятки километров. Более того, нижняя половина горы казалась довольно гладкой и ровной, словно это был один большой склон. Но центр гор был крутым. Не только горные камни были пугающе круты, но и духовной ци было намного больше. Именно здесь культиваторы формирования ядра разместили свои собственные пещерные резиденции. Но для того, чтобы предотвратить любые атаки с неба, на вершинах Жемчужных гор было установлено множество ограничительных формаций. Младшие ученики могли подняться в гору только по строго отведенным путям. В настоящее время Хань Ли был в центре Жемчужной горы на простой каменной дороге. Он с мягким выражением взглянул на ее вершину. Он изменил свою внешность с помощью искусства замены внешности. Теперь он выглядел точно как Юань-кун. Разумеется, он также скрыл уровень своей культивации до стадии уплотнения Ци. Получив информацию, которую он хотел от Юань-кун и его подчиненных, он заключил их троих в дупле сухого дерева и смело вошел в Жемчужные горы. С командным медальоном команды Юань-куна, а также информацией, полученной им с помощью техники сновидений, он легко смог войти в секту маскирующейся Луны. Сейчас он находился в торговом городе на окраине Жемчужных гор, где было множество учеников, которые покупали нужные им предметы. Среди них было несколько магазинов, в которых продавались товары для смертных, которым управлял Юань-кун. Хань Ли не стал направляться прямо на вершину. Вместо этого он терпеливо отнес предметы, которые Юань-кун купил в городе смертных, и доставил их в свои магазины. Оставив их, он стал подниматься в гору.
Судя по воспоминаниям тех троих учеников, хотя Наньгун Ван вот то должна была выйти замуж, она не принимала гостей, а вместо этого находилась в уединенной культивации. Даже высокоранговых ученикам было сложно встретить своего боевого предка. Однако Хань Ли все еще не знал, почему Наньгун Ван согласилась стать компаньоном Дао Вейлихена из секты блуждающего разума. Те трое, что поймал Хань Ли, были слишком низкого ранга, чтобы знать такую информацию к большому разочарованию Хань Ли. Однако Хань Ли прекрасно понимал, что раз она была самым молодым культиватором в стадии зарождающейся души в секте маскирующейся луны, а также невероятной красавицей, ее обожали многие. Даже среди низкоранговых учеников было много тех, кто втайне испытывал к ней романтические чувства. Юань Кун был одним из них. Хотя он видел только Наньгун Ван пару раз за многие годы, проведенные там, он был влюблен в нее. Когда он услышал, что Наньгун Ван должна была выйти замуж, Юань Кун почувствовал себя очень подавленным. Когда Хань Ли увидел эти воспоминания, он потерял дар речи. Теперь, когда Хань Ли закончил поставлять смертные товары, он начал заниматься другими делами в соответствии с воспоминаниями Юань Куна. К счастью, у Юань Куна не было особо глубоких отношений с кем-либо в секте, так что никто не смог бы заметить ничего странного в его поведении. Спустя некоторое время Хань Ли увидел, что небо засверкало, и понял, что время пришло. Юань Кун, как обычно, поднялся в гору. Хотя Юань Кун был только культиватором стадии уплотнения Ци, он все еще был учеником секты и обладал участком на 2-м уровне Жемчужной горы. Хань Ли смог без проблем добраться до 2-го уровня Жемчужной горы, но на пути он встретил несколько культиваторов стадии заложения основ. Но когда они заметили Хань Ли, одетого в одежду управляющего Юаня, они кинули на него презрительный взгляд. Некоторые проигнорировали его. Оставшись наедине с собой, Хань Ли горько усмехнулся. Похоже, что помимо своих подчиненных Юань ни с кем больше не ладил. Войдя на 2-й уровень, Хань Ли не стал идти в маленькую резиденцию Юань Куна. Вместо этого он полетел к вершине горы по тропе на магическом инструменте, не смея подниматься высоко в небо. Хотя другие области казались пустыми, Хань Ли знал, что там были установлены мощные ограничительные формации. Он, естественно, не осмелился задеть их. В конце концов, Хань Ли прибыл на пограничный вход между 2-м и 3-м уровнями горы. Двое культиваторов стадии заложения основ заблокировали его путь. Бледнокожий культиватор нахмурился и громко закричал: «Юань Кун, зачем ты сюда пришел? Ты должен знать, что тебе здесь нечего делать». Немного поколебавшись, он сказал: «Боевые дяди, этот боевой племянник хочет увидеть боевого предка Наньлун. Вы могли бы сообщить об этом?» Как только 2 культиватора пришли в себя, они резко ответили ему: «Ты что, с луны свалился? Тебе только мечтать остается о том, что ты сможешь увидеть боевого предка Наньлун». Глава 713. Нангун Ван. Хань Ли проговорил с печальным выражением на лице: «Когда я покинул гору, чтобы купить несколько предметов, я встретил старшего с непостижимым уровнем культивации. Он хотел, чтобы я кое-что передал боевому предку Наньлун. Он даже ограничил мое тело, сказав, что только боевой предок Наньлун сможет рассеять это ограничение». Бледнокожий культиватор с недоумением спросил: «Старший?» Он был на стадии формирования ядра. Хань Ли продолжил все тем же печальным тоном: Я не уверен». Но этот культиватор заявил, что он старый друг боевого предка, и что он хотел был передать ей поздравительный подарок, услышав о приближении торжества. А еще кое-что я должен сказать ей лично. Старый друг боевого предка. Неужели это был культиватор на стадии зарождающейся души? С тревогой проговорил другой культиватор. После того, как бледнокожий культиватор оправился от своего удивления, он сказал с сомнением в голосе: «Возможно, но поскольку старший уже был здесь, почему он лично не пришел на гору и не подарил подарок? Кто знает. Возможно, у этого старшего были другие дела, или он посчитал это неудобным». Немного подумав, он добавил: «Боевой племянник Юань, дай свою руку, мы хотим взглянуть на твое тело». Ожидая этого, Хань Ли спокойно вытянул руку и использовал свою духовную силу для имитации причудливого магического ограничения на его теле. Культиватор схватил руку Хань Ли, а затем на его лице появилось удивление. Бледнокожий культиватор также с любопытством приложил 2 пальца на руку Хань Ли. Вскоре после этого на лице появился шок. Бледнокожий культиватор смягчил выражение лица, и его тон стал менее резким. «Верно, на твое тело и правда наложено жуткое ограничительное заклинание. По степени своей сложности он, по-видимому, был заложен культиватором зарождающейся души. Однако мы не можем пропустить тебя в гору в одиночку. Сначала вытащи свой поздравительный подарок. Один из нас отправится к боевому предку Наньгун и посмотрит, действительно ли этот человек является его старым другом».
ты сможешь подняться в гору, только если боевой предок захочет тебя увидеть. Ты же понимаешь это, боевой племянник Юань». Когда Хань Ли услышал это, на его лице появилось горькое выражение, но, подумав, он кивнул головой. Хань Ли достал длинную деревянную коробку из сумки и протянул ему. Он с тревогой добавил: «Все в порядке». Тем не менее, боевой дядя должен четко выяснить вопрос об ограничении, установленном на моем теле. На крышке деревянной коробки был установлен серебряный талисман. Судя по колебаниям духовной ци, она выглядела очень важной. Было очевидно, что он находился там из соображений безопасности. Я понимаю. Достаточно подождать здесь. Младший боевой брат Ма, я пойду. Бледнокожий культиватор с нетерпением сказал Хань Ли и предупредил другого культиватора, а затем встал на свой магический инструмент и полетел с деревянной коробкой в руке. Хань Ли спокойно стоял на своем месте, наблюдая за ним. Хотя он был уверен, что Наньгун Ван увидит его, как только она откроет коробку, он все еще чувствовал себя немного настороженным. Он ответил на прерывистые вопросы охранника, который остался с ним. Однако, когда он спросил о внешности старшего, который передал этот подарок, Хань Ли ответил, что этот старший носил плащ и что он не мог сказать, кем был тот человек, мужчиной или женщиной. Спустя промежуток времени, за который можно доесть обед, с пустыми руками вернулся бледнокожий культиватор. Боевой предок Наньгун сказала, что тот человек по-настоящему ее старый друг, и что я могу проводить тебя к ней, чтобы она рассеяла это ограничение. Теперь бледнокожему культиватору ничего не оставалось, кроме как проводить Хань Ли в гору. Хань Ли пришел в восторг, а на его лице появилось взволнованное выражение, когда он последовал за бледнокожим культиватором. Будь осторожен. Есть место, куда ты не должен ступать ни в коем случае. Эти ограничения намного превосходят ограничения на уровне центра. Даже я бы не выжил, если бы попал в них. Конечно, Хань Ли ответил на это благодарностью. В этот момент стрела синего света выстрелила вперед, чтобы встретить их. Бледнокожий культиватор, казалось, узнал владельца этого света и остановился на месте с почтительным выражением на лице. Вскоре свет дошел до них обоих и исчез, чтобы показывая культиватора среднего возраста в расшитой одежде. Культиватор в расшитой одежде оглянулся на Хань Ли и проговорил холодным тоном: «Боевой племянник Сун, почему ты привел сюда культиватора стадии уплотнения ци? Разве ты не знаешь правил?» Бледнокожий культиватор с особым уважением сказал культиватору в расшитой одежде: «Боевой предок Лань, я следую приказам боевого предка Наньгун. У меня не хватило бы смелости нарушить правила». В этот момент Хань Ли проверил этого культиватора в расшитой одежде и заметил, что это был всего лишь культиватор на ранней стадии формирования ядра и что не стоит обращать на него никакого внимания. Хотя это были его мысли, он также проявил к нему почтение. Когда об этом узнал культиватор в расшитой одежде, он был ошеломлен на мгновение, а затем удивленно спросил: «Боевая тетя Наньгун хочет увидеть этого человека? Расскажи мне, в чем дело?» «Да, вот так. Боевой племянник Юань». Было неизвестно, боялся ли скрыть бледнокожий культиватор от боевого предка, или он был безразличен к этому, но он рассказал о событиях, которые произошли. «Старый друг боевой тети Наньгун наложил ограничения на твое тело». Культиватор в расшитой одежде нахмурился и вдруг пристально взглянул на Хань Ли. Культиватор в расшитой одежде грубо приказал: «Позволь мне взглянуть на ограничения на твоем теле». Хань Ли проклинал вмешательство этого человека из любопытства и мог только беспомощно повиноваться. Культиватор в расшитой одежде схватил запястье Хань Ли и пристально взглянул на него, а затем кивнул головой: «Эй, это действительно странно». Однако, хотя это ограничение является сложным, оно не является злонамеренным. Кажется, у этого человека не было никаких злых намерений. Можете идти вперед, чтобы повидаться с боевой тётой Наньгун. Сказав это, он полетел по своим делам, окинув гору, превратившись в полоску синего света. Через мгновение свет погас, стал нечетким, а затем и вовсе исчез. Бледнокожий культиватор пождал, пока культиватор в расшитой одежде улетит, а затем глубоко вздохнул и взглянул в том направлении, в котором исчез свет. Техника бесплотного уклонения от боевого дяди Ланя можно назвать синей, как его имя. Хотя он только на ранней стадии формирования ядра, даже позднее культиваторы формирования ядра с трудом справляются с ним. Техника бесплотного уклонения. Когда Хань Ли услышал это, его сердце дрогнуло. Неужели этот человек имеет какое-то отношение к старому эксцентрику Цуну, который он видел во время испытания кровью и огнем? Возможно, его потомок или ученик. В этот момент бледнокожий культиватор расслабился и продолжил движение вперед. Вскоре после этого Хань Ли забросил вопрос о культиватора в расшитой одежде в глубины своего разума. Поскольку на верхнем уровне Жемчужных гор было не так много пещер для культивации, больше они никого не встретили по дороге и спокойно добрали до вершины. Бледнокожий культиватор проговорил с восхищением:
— это место культивации боевого предка Нангун. Говори вежливо и не упоминай ничего, связано с ограничением на твоем теле. Возможно, у нее для тебя есть какие-нибудь преимущества. Сказав это, он повернулся к воротам и с почтением проговорил, отчитываясь перед боевым предком. «Ученик уже здесь. Попроси его войти в одиночку. Сам можешь идти», — голос звучал довольно знакомо. Как только эти слова раздались, в пещерную резиденцию открылась дверь и засверкала желтым светом. Хань Ли без колебаний двинулся вперед. К удивлению Хань Ли, в дверях появилась прекрасная женщина-культиватор в желтой одежде с короткими рукавами. На вид ей было лет 18, и она была на ранней стадии формирования ядра. Женщина взглянула на Хань Ли, трансформированного в Юань-куна, и не нашла ничего необычного. Она холодно сказала: «Следуй за мной. Боевой предок ждет тебя в главном зале». Женщина повернулась и вошла в пещерную резиденцию. Хань Ли слегка вздохнул и внимательно следил за ней. Пещеру Нангун-Ван нельзя было назвать большой. Женщина-культиватор вела его по узкому коридору и через несколько небольших боковых залов перед тем, как они пришли в главный зал. Зал был элегантно оформлен, а в одном углу были зажжены благовония. Также там было 2 цветочных горшка, в которых росли странные растения. В центре зала стоял изысканный квадратный деревянный стол. С каждой стороны был светло-зеленый соломенный стул. Один из стульев был занят черноволосой, молодой женщиной с белоснежной кожей. Она смотрела вниз на огромный сверкающий серебряный меч в руке. Деревянный ящик на столе был открыт и был пустым. Глава 714. Мысли о прошлом. Когда женщина в белой одежде увидела Хань Ли, она погладила серебряный меч и вернула его деревянный ящик. Затем она подняла голову и осторожно взглянула на Хань Ли. Перед Хань Ли было то самое лицо, которое он часто видел в своих мечтах. Немного заостренный подбородок, тонкий нос и яркие, очаровательные глаза. Ее внешность заставила Хань Ли разволноваться, а также почувствовать теплоту в его сердце, которая долгое время хранилась там в бездействии. Казалось, что это было давно. Все мысли и слова уже покинули его разум в тот момент. Осталась только подавленная страсть. Когда Нангун-Ван увидела, что Хань Ли так неосмотрительно смотрел на нее, она была ошеломлена на мгновение. Она невольно нахмурилась с задумчивым выражением на лице. Нангун-Ван подняла голову и повернулась к женщине в желтой одежде, которая привела Хань Ли и сказала: «Юер, можешь идти. Я хочу поговорить с ним наедине». Она слегка удивилась и тут же сказала: «Да, боевой предок». Затем она тихо вышла из зала и исчезла из виду. Хань Ли спокойно ждал, пока женщина в желтом выйдет из зала, а затем осмотрелся духовным чутьем. Увидев, что больше никого не было, он уставился на Нангун-Ван и сделал жест заклинания руками. Раздался треск, его тело внезапно увеличилось на несколько дюймов, из-за мерцания лазурного света показалось его истинное лицо. «Значит, это ты, Хань Ли». На лице Нангун-Ван появилось сложное выражение, но не было никакого удивления, только слабый вздох. Не зная, как с ней обращаться, он неуклюже проговорил, заикаясь: «Ты же знала, что я приду». Сказав это, Хань Ли почувствовал сожаление и легкое раздражение. «Ты? Зови меня Ван Эр». Нангун-Ван нахмурилась от неуклюжей реакции Хань Ли, но затем она мягко улыбнулась, показав яркие глаза и завораживающую красоту. «Ван Эр». Хань Ли почувствовал себя счастливым, произнося ее имя вслух. Наконец он высвободил опасение, которое таилось в его сердце. Она действительно питала к нему некоторые чувства. В противном случае она бы не показала ему такую реакцию. На мгновение Хань Ли уставился на нее, как завороженный. Нангун-Ван покраснела и повернула голову, неуверенно проговорив: «Нравится смотреть на меня. Неужели я красивее, чем твоя новая наложница?» Когда Хань Ли услышал ее печальные слова, он невольно встревожился. «Наложница? Значит, ты знаешь об этом». Нангун-Ван опустила голову и взглянула вниз на пол. Она фыркнула и раздраженно сказала: «Ты недавно присоединился к секте дрейфующего облака и стал их старейшиной, сконденсировав зарождающуюся душу всего за 200 лет. Как я могу не знать?» Через мгновение что-то скоро пришло ему в голову. «Это тебе сказал культиватор Тан». Нангун-Ван убрала прядь волос с щеки и таинственно улыбнулась Хань Ли. «Значит, ты не тупой». Воистину, это был боевой племянник Тан. Он использовал специальный метод для отправки мне талисмана с передачей звука. Когда я получила его, я не поверила в это. Исчезнув на столько лет, ты вернулся, став культиватором зарождающейся души. Раньше я не интересовалась этой сектой, поэтому подняла всю нынешнюю информацию.
Хотя это было довольно медленно, я знаю об общих обстоятельствах. Внезапно ты стал старейшиной секты дрейфующего облака. Но вскоре ты покинул свою пещеру, но я мало что знаю об этом. Но твоя наложница до сих пор остается в городе парящих небес. Ханли коснулся своего подбородка и слегка смутился, пытаясь объяснить, я сказал ей возвращаться к секту. Кажется, что-то задержало ее. Однако это наложница. Нангун Ван перебил, хватит. Не хочу больше об этом ничего слышать. Я не собираюсь жаловаться на то, как вы взяли наложницу. В конце концов, не я ли сама выхожу замуж? Ее выражение внезапно стало печальным. Выражение Ханли слегка изменилось. Угрюмым голосом он неторопливо спросил, что происходит. «Неужели ты действительно собираешься выйти замуж за того человека?» Нангун Ван прикусила свои красные губы, и ее яркие глаза засверкали. «Прежде чем ответить на этот вопрос, у меня есть свои вопросы. Почему ты пришел? Ты хочешь, чтобы я не выходила замуж за этого человека, или хочешь меня забрать?» С полной и непоколебимой решимостью Ханли ответил, «Конечно, я хочу забрать тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Неважно, кто хочет жениться на тебе, ему придется пройти через меня. Тебе что, приснилось, что я согласилась стать твоей женой?» Нангун Ван покраснела и наигранно упрекнула его. Ханли молча улыбнулся и больше ничего не сказал. Поскольку он был новичком в таких вопросах, было бы лучше слишком не углубляться. Вскоре застенчивость Нангун Ван исчезла, и она проговорила равнодушным тоном, «Ты должен знать, что в год испытания кровью и огнем я хотела уничтожить тебя после того, как ты забрал мою девственность. Затем я хотела сжечь тебя огненными птицами, превратив твое тело в пепел, чтобы выполнить свою месть. В конце концов, я бережно хранила чистоту своего тела более 100 лет, а ты пришел и забрал мою девственность. Как я могла не ненавидеть тебя? Судя по твоим словам, я должен был быть уже мертв». Ханли потер нос и не знал, смеяться ему или плакать. Как только он сказал это, ее лицо покраснело, и она упрекнула его, конечно. «Если бы не непредвиденные обстоятельства, заставившие мое сердце смягчиться, я бы не выпустила тебя. Думаешь, культиватору формирования ядра было легко с этим справиться?» Ханли ухмыльнулся и больше ничего не сказал. Как только Нангун Ван объяснила, что она держится настороженно с ним, она продолжила, «После того, как мы вернулись в секту по какой-то неизвестной причине, я не смогла забыть тебя, независимо от того, была ли это культивация или уединенная медитация. Более того, твой образ стал более отчетливым с течением времени, и он стал появляться чаще в моем сознании. В тот момент я поняла, что ты стал моим внутренним демоном, искусителем. Если бы я не отпустила тебя, я боялась, что моя культивация бы застряла на долгое время, если не навсегда. Было всего 2 метода отбросить внутреннего демона искушения. Я должна либо выйти за тебя замуж, либо заставить тебя исчезнуть из этого мира. Если бы ты перестал существовать, мой внутренний демон бы постепенно исчез. Поскольку у нас была слишком большая разница в культивации, я не могла выбрать первое. После мучительных раздумий я решила уничтожить тебя. Но прежде чем я смогла это сделать, 6 сект дьявольского Да вторглись к нам, и я наткнулась на тебя в военном лагере для сект государства Юэ. В то время ты уже стал культиватором стадии заложения основ, и это пошатнуло мою решимость. Если бы ты продолжил прогрессировать в том же духе, то наша женитьба перестала мне казаться такой невозможной». Ханли горько улыбнулся и пробормотал, «Оказывается, что ты хотела убить меня тогда. Когда я увидел тебя, я был очень рад этому, но твое холодное и обособленное отношение поставило меня на место. Несколько дней я чувствовал себя подавленным». Нангун Ван улыбнулась, услышав это, но продолжила, не отвечая, «С тех пор секты Юэ понесли великое поражение из-за предательства горы духовного зверя. Затем каждая из 6 сект начала эвакуировать своих учеников из государства Юэ. Будучи самым молодым культиватором формирования ядра, я была эвакуирована в первую очередь. Тогда у меня был хороший друг в долине Желтого Клена. В наших письмах я получила информацию о плане эвакуации предка Линху. Я знала, что ты, вероятно, попадешь в опасную зону. Я была потрясён этим фактом, и только одна мысль заполняла мой разум — я хотела спасти тебя. Но тогда я была слишком медленной. Битва уже закончилась. Большинство учеников погибли, и лишь немногие сумели сбежать. Не зная, выжил ли ты, я могла только беспомощно вернуться в свою секту и помочь своим ученикам в борьбе с дьяволом Да. В результате я была серьезно ранена в битве против культиватора формирования ядра. Я думаю, ты уже знаешь, что произошло потом. В этом мире нет такого человека, как Нангун Бин. Я только изменила свою внешность.
Это было не потому, что я не хотела раскрывать свою истинную личность, но я не могла сказать тебе, что культиватор формирования ядра, такой, как я, пришел спасти тебя, чтобы выйти за тебя замуж. Более того, потому что я поглотила большую часть твоей культивации, было еще более неловко раскрыть тебе мое истинное лицо. Тем не менее, я не хотела, чтобы ты последовал за мной, чтобы присоединиться к секте маскирующейся луны. Я просто хотела, чтобы ты последовал за мной, чтобы я могла раскрыть мой истинный облик и помочь тебе в создании золотого ядра. После этого мы могли пожениться. Но кто мог подумать, что ты просто возьмешь духовные камни? Ты не оставил мне выбора. Сказав это, на ее лице появилась слабая ухмылка, и она яростно впилась взглядом в Ханли, но как получилось, что Ханли почувствовал чуточку счастья в ее взгляде, конечно, Ханли не мог знать, что если он согласился следовать за ней обратно в секту маскирующейся луны, он бы получил возможность жениться на ней. Он видел только то, что он должен был согласиться стать компаньоном парного да неизвестной женщины, высвободив ее внутренних демонов. Но Нангун Ван сама лично его искала, чтобы выйти за него замуж. Глава 715. Техника удерживания сердца. После того, как мы расстались, мне было нечего сказать. Я вернулась в секту маскирующейся луны. Как только моя секта набрала силу в штате Бейлян, я пробралась в государство Юэ, чтобы найти тебя. Однако я получила ужасную информацию. Мне удалось выяснить, что тебя преследовала секта духовного призрака, но подробностей я не знала. Вскоре после этого меня обнаружил дьявольское да, мне пришлось вернуться в Альянс 9 наций. Больше я не получала о тебе никакой информации. Я поверила, что ты мертв, и мои внутренние демоны по отношению к тебе постепенно исчезли. Мне удалось сконденсировать зарождающуюся душу, и я стала старейшиной секты маскирующейся луны. И вот мы здесь, Нангун Ван проговорила спокойным тоном. Слушая ее, выражение лица Ханли несколько раз менялось. Ранее она делала много вещей, о которых он совершенно не знал. От этого его сердце наполнялось душевной теплотой. Минуту спустя Ханли невольно спросил, а что с этим Вэйлихеном? Нангун Ван холодно улыбнулась. Вэйлихен. Я случайно встретила его несколько лет назад во время путешествия. Я не люблю его. Он выглядит элегантным и благородным, но на самом деле он лицемер и донжуан. Я слышала, что он тайно использует техники иньского рассечения на каждом из своих 8 учеников. Скорее всего, из-за этого он решил жениться на мне, вот почему я отказалась от его первого предложения. Отказалась? Что изменилось? Полюбопытствовал Ханли. Нангун Ван не ответила, а вдруг спросила, ты знаешь о 3 великих культиваторах зарождающейся души небесного южного региона? Выражение лица Ханли стало мрачным. Он почувствовал, что что-то тут не так. Естественно. В праведном да, дьявольском да и Альянсе 9 наций есть культиваторы стадии зарождающейся души, что находятся в шаге от стадии божественной трансформации. В Альянсе Небесного да есть 2 культиватора средней стадии зарождающейся души, что практикуют парную культивацию. Вместе они смогут продвинуться к поздней стадии, хотя и с трудом. А что? Вэйлихен имеет какое-то отношение к кому-то из них. В точку. Великий дядя Вэйлихена, Вэйвуя, один из 3 великих культиваторов. Будучи старшим Альянса 9 наций, он культивирует редкое искусство ядовитой культивации. Взмахнув рукой, он может убить кого угодно. Его способности далеко за гранью нашего воображения. Нангун Ван сложила пальцы и горько улыбнулась. Ханли нахмурился, и в его глазах появился злой свет. «Неужели этот Вэйвуй учинил тебе неприятности?» Нангун Ван была возмущена. «Нет, но Вэйвуя лично вовлечен. Ты можешь не знать, но предыдущий великий старейшина нашей секты скончался и был заменен старшей боевой сестрой. Хотя уровень ее культивации не слабый, и она столь же проницательна, как и я. Хотя мы ладим с нашим другим старшим, отношения между нами ужасны». Выражение лица Ханли стало угрюмым, когда Нангун Ван перешла к сути дела. Внезапно она сказала, стиснув зубы, «Я несколько раз отказывала Вэйлихену в замужество, пока он лично не заставил Вэйвуя навестить эту старшую боевую сестру. Хотя я и не знала, о чем они говорили, полгода спустя в период перевоплощения моей техники женской сущности, она внезапно вмешалась и заставила меня согласиться выйти за Вэйлихена». С минуту Ханли был в шоке, а затем сказал, «Твоя старшая боевая сестра часом не больна на голову. Использовать такой метод на культиваторе своей же секты». Нангун Ван усмехнулась, кажется, так и есть. Я не ожидала, что она обезумела до такой степени. Однако, по-видимому, Вэйвую было сложно отказать.
Позже я узнала, что если секта маскирующейся Луны согласится на этот брак, не только 6 сект государства Юэ расширятся из штата Билян, но даже Вэй Лихэн будет готов покинуть секту блуждающего разума и присоединиться к секте маскирующейся Луны. За эти два преимущества по цене одной меня она действовала без колебаний. Независимо от моих намерений, она опубликовала информацию о том, что я должна выйти замуж за Вэй Лихена и была готова провести торжество, желая покончить с этим как можно скорее. Даже если я решу отказаться, у меня нет возможности сделать это. Хань Ли радостно проговорил: «Значит, ты не хочешь за него замуж?» Это то, что я хотела услышать. Наньгун Ван посмотрела на Хань Ли и проговорила печальным тоном: «Я хочу спросить тебя кое о чем. Спустя уже столько лет, как ты сконденсировал зарождающуюся душу, почему ты не искал меня раньше? Если бы ты пришел год назад, этих проблем можно было бы избежать. Дело не в том, что я не хотел тебя видеть, а скорее». Хань Ли попытался дать объяснение, но через мгновение он обнаружил, что это действительно было странно. Хотя Хань Ли почувствовал, что Наньгун Ван была ему дорога, он не смел себе в этом признаться раньше. Если бы не новость о том, что она выходила замуж, он бы не рискнул действовать, продолжая сомневаться в своих чувствах. Выражение Хань Ли оставалось спокойным, когда Наньгун Ван вдруг встала и сделала несколько шагов в его направлении. Она встала напротив и посмотрела ему прямо в глаза. «Вижу, ты такой же, как я, хотя наши переживания и способности намного превосходят простых смертных, мы боимся выражать свои эмоции. Хотя между нами есть некоторая привязанность, мы не такие, как смертные пары. Мы не можем выпустить всю свою страсть в одно мгновение, чтобы наши эмоции вспыхнули, как звезда. Чтобы продвинуться в культивации, у нас нет выбора, кроме как ослабить наши эмоции и похоронить большинство из них. Остается только обычное отношение, которое является довольно холодным. Но когда я услышала, что ты все еще жив, я была так счастлива, что несколько дней думала, прежде чем принять мои собственные чувства к тебе». Сказав это мягким тоном, она вытянула свою руку и схватила руку Хань Ли. Немного помолчав, Хань Ли положил свою ладонь сверху на ее ладонь. Мягкое ощущение ее руки заставило его почувствовать утешение. Наньгун Ван покраснела, и она быстро отдернула руку, смущенно глядя на Хань Ли. Хань Ли не возражал против этого и просто улыбался. «Ван Эр, хотя ты здесь в ловушке, ты настолько спокойна, что я уверен, что у тебя уже есть план побега. Вот почему ты выглядишь так спокойно, да». Когда Наньгун Ван услышал это, она улыбнулась, а в его глазах мелькнул странный блеск. «А ты быстро соображаешь». «Да, хотя я под домашним арестом, только немногие в верхних эшелонах знают об этом. Обычные ученики совершенно не в курсе. Иначе я бы не смогла получить прямой талисман с передачей от боевого племянника Тана. Тем не менее, на моем теле установлены ограничения в страхе, что я убегу. Другие ограничения для меня не имеют значения, поскольку они были помещены без знания того, какие удивительные способности я могу сделать, как только я вошел в стадию зарождающейся души. Эти обычные ограничения можно удалить в любое время, восстановив мой первоначальный уровень культивации. Но есть одно ограничение, которое не так легко снять. Техника удерживания сердца была лично помещена на мое тело этой старшей боевой сестрой. Она лично подготовила эту технику. Если бы я не согласилась на брак, она бы воспользовалась этой техникой, чтобы временно взять меня под контроль. Она даже использовала собственную сущность крови, чтобы наложить это ограничение, создав ограничивающий талисман, который служит решающим моментом в этом ограничении. Благодаря использованию этого талисмана я не смогу избежать ее контроля в 50 километрах от нее, если только она не будет уничтожена. К счастью, между нашими уровнями культивации не слишком большой разрыв, и она может контролировать меня лишь несколькими простыми движениями. Она не будет контролировать магическую силу моего тела. Хань Ли с любопытством спросил: «Тогда твой план?» Наньгун Ван мягко улыбнулась и проговорила с беспокойным тоном: «Первоначально я думал восстановить магическую силу, когда безопасность была самой легкой, за несколько дней до церемонии. Затем я бы тут же улетела, как можно дальше. Если я буду вне диапазон действия талисмана, она не может меня контролировать. Но так как ты здесь, я оставлю это на тебя. В конце концов, ты мужчина, который хочет жениться на мне. Я слышала, тебе легко победить культиватора своего ранга. Ты достаточно опытен для этого». Хань Ли нахмурился и пробормотал: «Техника удерживания сердца. Это ограничение действительно хлопотно. Существуют ли другие способы его растворения, кроме уничтожения медальона?» Яркие глаза Наньгун Ван засверкали, и она небрежно сказала: «Даже если нет, оставь это. Так или иначе, мы будем далеко от секты маскирующейся Луны». Хань Ли слегка прищурился, в его глазах сверкал холодный блеск, и он сказал: «Все в порядке».
Разве это не просто талисман ограничения? Я могу забрать его у твоей старшей боевой сестры. Кроме того, я также смогу выразить гнев от твоего имени». Нангун Ван покачала головой и озорно улыбнулась. «Я просто сказала это, чтобы проверить намерение. Я действительно не собиралась использовать талисман ограничения. Моя старшая боевая сестра — это культиватор средней стадии зарождающейся души и обладает способностями, далеко превосходящими способности культиваторов на ранней стадии зарождающейся души, таких как мы. Давай тайком сбежим. В худшем случае, я просто потрачу еще 10 лет, уклонившись от формации». Хань Ли замолчал. Пришло время для его объединения с этой потусторонней женщиной.